Сегодня в России есть попса, а есть... как назвать вот этих исполнителей? Андеграундный, авторский, не для всех. Вот, например, группа «Умка и Броневичок». Певица Умка, иначе Аня Герасимова, исполнитель и сочинитель собственных песен. Тембр ее голоса мягко вклеивается в память и там остается. Тексты песен — отдельная история, вернее подтексты. Нечто очень личное Умка передает через легкое и абстрактное. Поэтому я слышу за словами свое, а вы услышите свое. Умка, или по паспорту Анна Георгиевна Герасимова, родилась в семье московских интеллигентов. Ее отец Герасимов Георгий Павлович был актером, позже работал как переводчик и журналист. Мама будущей певицы Белла Залесская после университета получила распределение в Каунас, где 5 лет преподавала в политехе немецкий язык и литературу. Выучив там литовский, она по возвращении в Москву устроилась на работу в Союз писателей консультантом по литовской литературе. Стала одним из ведущих переводчиков с этого языка. Мать дома часто говорила с дочерью по-литовски. Каждый год семья ездила отдыхать в Прибалтику, поэтому не мудрено, что, поступив в литературный институт на отделение художественного перевода, Анна оказалась в литовской группе. Институт окончила с отличием. А в 1983 году, уже имея годовалого сына, поступила в аспирантуру. Писала диссертацию на тему «Проблема смешного в творчестве обериутов». Однако уже дописанная диссертация легла в стол, поскольку Анну, по ее словам, окончательно, как тогда казалось, накрыл рок-н-ролл во всех его проявлениях. Диссертацию она в итоге все-таки защитила в 1989-м на кафедре советской литературы МГУ. Учась в институте, Анна приобщилась к движению хиппи. В то время, по ее словам, хиповали все. Если ты нормальный человек, то ты, безусловно, был хиппи, в отличие от какого-нибудь ботаника. Тогда не было слова «ботаник», было слово, допустим, «комсомолец». Были комсомольцы, а все, кто не комсомольцы, все были типа хиппи. Эй, посмотрим на себя, разве мы дети цветов? Мы живем не любя, мы боимся даже кустов. Из автобиографии Умки. Часто спрашивают, когда я начала сочинять песни. Я честно отвечаю, что, наверное, с рождения. Думаю, виноваты мама с папой. У нас в семье считалось нормальным сочинять песни по случаю и без случая и петь их друзьям и знакомым. Кое-что пробовала кропать еще в школьном возрасте, подражая любимому Высоцкому или Окуджаве, но, услышав западный рок, заткнулась. Любая музыка, кроме этой, для меня исчезла. А как сочетать такую музыку с русскими словами, было непонятно. На первые опыты такого рода Анна решилась в 1985 году. С одной стороны, стал поднимать голову пресловутый русский рок, и многое из того, что пелось со сцены, к ее удивлению, оказалось ниже критики. С другой стороны, хиповой тусовке, к которой ее всегда тянуло, было практически нечего петь. Это же ненормально. И первую песенку в уличном хиповом жанре Анна сочинила зимой по дороге с Яшки, то есть тусовки у памятника Свердлову, в очередной раз послушав, как люди пытаются петь самодельные опусы. Она была специально очень простая. Свобода есть свобода. Свобода есть, свобода есть свобода, свобода есть, свобода пить. Довольно скоро, а именно в марте 1986 года, Аркадий «Гуру» Слава-Росов, автор стихов, романов, манифестов, а также многих кличек тогдашней системы, случайно дал ей прозвище «Умка». В общем-то, он гуру и подвиг ее на запись первого магнита альбома. И назвал не только Умку, но и этот альбом и некоторые песни. Записались в квартире друзей, как попало, ничего не умея, на диком драйве за 2 дня. Песни с этого альбома «Дети цветов», «Стеклянную рыбку», «Автостопный блюз», «Кошку Люську», «Калифорнию» Умка играла потом во всех составах и играет до сих пор.
Весной 1987 года записали кассету «Не стой под стрелой». Эта запись нравится Умке до сих пор, и жаль, что она, по ее признанию, тогда так халявно к ней отнеслась. Причем под конец совершенно охрипла. Я ведь тогда даже отдаленно не представляла себе, что такое записывать музыку, как правильно петь, чтобы не терять голос. Была уверена, что настоящий музыкант может сходу сыграть все, что угодно. Визжала, хрипела и выла. Все эти альбомы размножались в количестве 4-5 штук на кассетном магнитофоне и раздавались друзьям. Каково же было удивление, когда через несколько лет Умка стала обнаруживать копии с совершенно разрушенным, порой неузнаваемым звуком в самых неожиданных местах очень далеко от Москвы. Через некоторое время невзгоды улично-флетовой жизни довели ее до замужества. Пришлось на время завязать с рок-н-роллом, зато как только стало можно, Умка начала путешествовать за границей, выступать на всяких смешных конференциях в роли ведущего специалиста по обариутам, эксцентричной ученой дамы с загадочным прошлым. Песен не сочиняла, за гитару не бралась. Молодость прошла, пора и честь знать. Энергию расходовала на составление книжек, перестроечные издательства наперебой заказывали обариутов, и она подготовила штук 12 изданий Хармса, Веденского, Вагинова, из которых осуществилось, дай бог, 2,5. Остальные канули в бумажных морях погибающих и погибших издательств. Напечатала несколько десятков филологических статей в советских и несоветских журналах, специальных и не очень. В 1994 году, заскучав, перевела знаменитый роман Джека Керуака «Бродяги Дхармы» и стала подумывать, не заняться ли ей битниками. Люблю, потому что красиво, красиво, поскольку люблю, и все, кого я попросила, послушно несут по рублю. Вот это и значит отсутствие конфликта поэт и толпа. Я вам достижения несу свои, а вы мне за это сполна несете штаны и рубашки, игрушки, чеснок, виноград, коньяк, васильки и ромашки, и каждый доволен и рад. Окончательно это случилось в 1995 году, не без участия Олега Ковриги и новой знакомой Оли Арефьевой, которые постоянно подначивали Умку что-нибудь спеть. С начала 90-х Коврига несколько раз пытался все это зафиксировать, просто так, для истории, мало ли что. Однажды посадил в какой-то квартире 1 на 1 записывающим устройством DAT, и она спела ему туда подряд всю свою заветную тетрадку песен, хранившуюся за ненадобностью в глубинах письменного стола. Отнесла кассету Оле Арефьевой, и Оля обрадовалась. Из автобиографии Умки. Весной 1995 года на квартирнике по поводу 40-летия Майка, устроенном Ковригой, мы познакомились с гармошечником Вовкой Кожекиным, и страшно захотелось петь блюзы. Для начала Оля пригласила меня на свой бесплатный сейшн в благотворительной столовке для нищих и бездомных. Уговорила спеть, и я вдруг поняла, что собственно людям во мне нравится. По старинке в дырочку кассетного магнитофона на кухне мы с Кожекиным записали первый домашний альбом нового времени «Новые ворота». А 3 ноября устроили первый Умкин сейшн, где я пела по очереди, а то и хором с Солей. Толпа, человек в 50, собравшаяся у метро, показалась мне стадионом. Постепенно собрался более или менее постоянный состав. Один из музыкантов и предложил в шутку будущее название группы, когда я по анекдоту в очередной раз сетовал, что такой-то и такой-то нам на прошлом концерте или записи весь броневичок забздел, и мы его больше катать не будем. Вскоре после этого они отправились в длиннющий автостоп на Урал с немыслимым крюком через Крым и Ростов. В рюкзаке на дне лежала бумажка с адресом и телефоном Бори Кануникова.
Он подошел к Умке еще осенью 95-го, после безумного бесплатного сейшна в маленьком клубе на Новослободской, и спросил: «Гитарист нужен?» «Нужен». «Когда репетировать?» «А мы не репетируем, но ты звони». Тогда из этого ничего не вышло. Боря вернулся в свой Севастополь и жил там без особых перспектив, пока Умка не упала ему на голову. После пары джемов в Севастополе она развернула перед ним картину светлого будущего в Москве с прекрасной группой «Броневичок». Неудивительно, что как только Боря приехал в Москву, они ринулись записывать с ним на 2 гитарах те песни, которые не получались с «Броневичком». Из этого вышло 2 сольника «Каменные цветочки» и «Низкий старт». Оба они были записаны на маленькой студии в помещении Московского электротехнического техникума Яном Сурвила. «Старт» и «Цветочки» не продавались, но во множестве раздавались. Из автобиографии Умки. Вы спросите, откуда брались на все это деньги? Честно говоря, я в основном клянчила их у сочувствующих. Нам и сейчас часто помогают друзья, у которых есть настоящая работа. Я пыталась молчать, я пыталась кричать, я пыталась залечь на дно. Я пыталась скулить, я пыталась рычать, я пыталась качать говно. Я пыталась понять, как мне дальше жить, но пока поняла одно, что без меня не залепится мир. Начали много ездить, сначала малыми составами, часто по собственной инициативе, кустарным образом, потом все вместе и посолиднее. Вход по хиповой традиции старались сделать дешевый, поэтому Умка и Броневичок не самый ласковый кусок для промоутеров. Расписание весьма напряженное. За неделю в Ростове 5 сейшенов, за неделю в Харькове 7. В начале 99 года отделение «Выход» выпустило студийный альбом «Командовать парадом». Это была попытка отыграться за первый диск, и в целом она удалось. Летом 99-го был записан «Ход каратом». Наверное, первый удавшийся концептуальный альбом. Обложку нарисовал старый севастопольский друг Бори Кануникова Фурман, с тех пор бессменный оформитель их альбомов. Приблизительно тогда же вышел на 2 кассетах концертник «Умка без Б», зафиксировавший нон-стоп сольный концерт в клубе «Форпост», где Умка совсем одна, без ансамбля. С тех пор такие концерты случаются регулярно. Время было довольно странное, вроде бы все хорошо. Умка с Борей уже перестали скитаться по чужим флетам и снимали квартиру совместно с 2 друзьями. Жизнь стала спокойнее и интереснее. А с другой стороны, видимо в силу предыдущих событий, у Умки произошел какой-то внутренний взрыв или срыв. Короче, за 1,5 месяца она стала совершенно лысая. Все думали, что это навсегда, но через 1,5 года все восстановилось. На волне внутреннего и внешнего непокоя, возможно, был записан «Вельтшмерц», который до сих пор считается одним из лучших альбомов группы. Если ты увидел пакет, коему хозяина нет, и никто не знает, что там, сразу сообщи ментам. Из автобиографии Умки. Весну 2001-го мы с Борей провели в Англии. Нас пригласил туда приятель, международный журналист. Практически ничего не делали, гуляли, смотрели по сторонам. Думаю, это было лучшее лечение для моей головы, внутреннее и внешнее. Никто от меня не шарахался, не приставал с расспросами и соболезнованиями. В Лондоне мы познакомились с Севой Новгородцевым и 12 мая сыграли в его передаче на BBC. Новых песен становилось все меньше, зато гастролей все больше, и группа постепенно срасталась в единое целое. Их начали узнавать, посыпались приглашения из разных городов и стран, и в клубах уже не просили, отводя глаза, занести демо-кассету. Осенью же 2002 года вышел «Рай для инвалидов», где старые песни переиграны в современном концертном варианте. Зимой записали и выпустили Unplugged, своего рода продолжение «Рая для инвалидов», только акустическое. Там тоже большинство песен старые. Но летом 2003 года
Освободив голову от наконец-то получившего достойное воплощение старого материала, Умка сочинила сравнительно много нового, из которого получился «Парк Победы», один из моих любимых. Райком закрыт, все ушли на фронт. Райком закрыт, все ушли на фронт. Началось какое-то жесткое, но волшебное время. Куча ужасных и прекрасных вещей происходила одновременно. От этого возникали новые песни, которые хотелось сейчас же записать и издать. Но в результате запись альбома 600 оказалась настолько болезненным процессом, что я решила: все, это будет последний альбом группы «Броневичок». Тем более, что слово «броневичок» никто так и не научился грамотно писать. То «броневичек», то «броневейчик», а однажды написали просто и со вкусом: Умка и Барневич. Хватит ходить в коротких штанишках. Отныне мы называемся Умка и Броневик. Тогда же я решила, новый альбом, если он когда-нибудь появится, будет называться «Ничего страшного». Так оно, собственно, и произошло. Ничего страшного, ничего страшного нет, ничего страшного, ничего страшного нет. Стали много ездить, в том числе в Америку, где появились друзья, которые предложили записать акустический студийный концерт. Друзья, ни слова не понимающие по-русски, с которыми Умка случайно познакомилась по интернету через конференцию по битникам. «Я вообще-то рок-н-ролл играю», — написала она тогда в пространство. «Может, пластинок кому прислать?» «Присылайте», — ответили из Орегона. А потом вдруг получает письмо: «Как классно, мы всю ночь слушали ваши пластинки, перлись, какие вы молодцы, присылайте еще». Друзья, Сандра и Дэйв, оказались лет 60, настоящие из тех времен, живут в разрисованном с головы до ног домике с чудесно украшенным садиком. Фотографиями этого дела Умка и оформила пластинку. Записал ее Эрик Ловре, их приятель-музыкант, в своей студии, полной заслуженной аппаратуры и винтажных гитар, при небольшом скоплении близких людей. Когда запись закончили, прямо под окном загрохотал фейерверк. Это мексиканцы праздновали какой-то свой ежегодный праздник. Одновременно ко всем остальным пришел так называемый кризис, отчего на концертах стало как-то еще веселее. Похоже, народ начал понимать, что рок-н-ролл – единственное и безошибочное спасение. Скоро все станут безработными, клубы снизят цену на билеты и все перестанут выступать, кроме них. Я была с моим народом, там, где он к несчастью был. Сказал мой папа, стоя очередь за хлебом, день первого подорожания, когда батон за 25 стал стоить 60. 2009 год ознаменовался событиями, подпадающими под рубрику «Сбыча мечт». Зимой группа в очередной раз поехала в Америку и там познакомились с Сергеем Варшавским. Раньше он жил в Питере, а теперь вот в Сан-Франциско. На вопрос, чем он занимается, Варшавский ответил, что собирается основать рекорд-лейбл. «Давайте издадим нас», — сказала Умка храбро. «Запросто», — отвечал Варшавский, и группа подписала себе внезапный приговор, он же договор. Процесс записи можно охарактеризовать попросту больно быстро. Сергей вообще считал, что поскольку материал известный и играем мы не первый день, можно уложиться в 3 дня. Еле сошлись на неделе, в которой потом было добавлено 3 дня на сведение. Конечно, запись на американской студии ни с чем не сравнимый опыт. Все началось с мучительного взаимонепонимания и двуязычного мата по обе стороны стекла, а закончилось настоящим музыкантским братанием. Звукорежиссеры Джо Голдринг и Эрик Моффат оказались крепкими профессионалами и отличными дядьками. Пока Боря бился над гитарными овердабами, Умка нервно нарезала круги по району, фотографируя все подряд. Одна из фотографий пошла на задник альбома. И вот уже зимой, в процессе переговоров по поводу того, как должна звучать готовая пластинка, Умка связывается по телефону с Джо Голдрингом. И он говорит: «Странная вещь с этим задником. Тебе не нравится?» «Да нет, нравится. Дело в том, что за этим окном в свое время жил мой отец». Шоу-бизнес. Я вам расскажу про шоу-бизнес. Как бы нам расстараться.
ноябре поехали полным составом играть презентацию виниловой пластинки, сначала по Америке, потом по России и Украине. В Америке играли в разных городах с местными музыкантами и с радостью ощутили себя встроенными в некоторый всемирный процесс. При этом пели по-русски, хотя внутри обложки Умка поместила свои переводы песен на английский. И их отлично понимали, ибо главное не смысл слов, а интонация. Оказалось, что пластинка имеет большой для некоммерческого проекта успех. Идет на расхват и, глядь, уже лежит в интернет-магазинах по $100, как заведомый раритет. Если я была бы рыбой, я бы плавала в тумане. Если я была бы пушкой, я бы стреляла в сигареты. Если я была бы птицей, я бы жила в кальянном крае. А в оставшееся время я летала бы по свету. Как хочется всего, как хочется всего, как хочется всего, хочется всего. Побольше, как хочется всего, как хочется всего, как хочется всего, хочется всего. Весной случилось странное. Умка на время вернулась к своей основной профессии. Из автобиографии Умки. Выяснилось, что надо подготовить новое издание Александра Веденского, а наследник почему-то согласен работать только со мной. Наверное, я симпатичная. Избавлю вас от подробностей, каково после 15-летнего перерыва просиживать за компьютером до 5 утра, вылавливая микроскопические ошибки и изобретая умные примечания. Книга называется «Все». Не потому, что полное собрание, а просто я была уверена, что больше к филологии не вернусь, и Веденский — единственное, что мне обязательно надо там доделать. Веденский вышел в декабре 2010 года в книжной ярмарке в ЦДХ и стал едва ли не главным событием книжного года. Многие месяцы мучительной возни были с лихвой перекрыты восторгом сиять посреди книжных страстей в ярко-оранжевом пиджаке, читая вслух стихи Веденского. Первый тираж разлетелся мгновенно, не без нашего участия. Я завела манеру продавать эти книжки по отпускной цене на наших концертах, увеличивая тем самым аудиторию обереутов и просвещая собственную. Все, кто мог сойти с ума, уже посходили. Все, кто мог умереть, давно уже в могиле. О, а у нас все в порядке. Мы обычные люди под 40, мы идем по земле без подпорок, мертвых листьев слушаем шорох. У нас все в порядке. Освободив голову от чужих стихов и собственных соображений по их поводу, Умка практически сразу взялась за новый альбом. Она практически 3 года не сочиняла новых песен и, честно говоря, уже думала, что их больше не будет. И тут друзья прислали фотографию, сделанную осенью 2010 года на трассе, где везли ее из Краснодара в Ростов на машине. А там есть по дороге какое-то селение под названием «Веселая жизнь». Фотография была под этим указателем с ее мрачным лицом, где название перечеркнуто. Готовая обложка, только пластинки нет. Пытаясь навести порядок в голове, Умка залезла в свои тетрадки и обнаружила некоторое количество вполне жизнеспособных набросков, из которых как-то очень быстро, месяца за 2, вырос целый альбом. Причем последняя песня, именно как раз под названием «Веселая жизнь», выскочила без всякого наброска уже в процессе записи. То есть получилось все наоборот. Сначала обложка, потом весь альбом, потом заглавная вещь. К сожалению, в декабре 2014 года группа Умка и Броневик перестала существовать. Всего за несколько месяцев до 20-летия группы ее покинули басист и барабанщик. В 2015 году Умка собрала новый состав музыкантов, который так и называется «Умка и новый состав». Из интервью московскому комсомольцу.
Мы занимаемся чем-то не очень модным, роком в его традиционном варианте. Необычно то, что в нем есть грамотные русские слова. Я как профессиональный писатель за это отвечаю. Для рока хороший текст – редкость, а не идет это в массы, потому что это не трендово. А играть на ностальгии по 60-м, 70-м я не хочу. И не хочу играть на привлекательности так называемого андеграунда. То, что нас не слушают идиоты – большое счастье. Дорогие друзья, на этом наш маленький праздничный концерт разрешите считать оконченным. Боря Канунников.